Привет, друзья! Сегодня в выпуске целая серия тем, которые уже обсуждают в Германии за ее пределами. От планов сократить выплаты новым беженцам до неожиданных статистических фактов о среднем немце. Расскажу, зачем пенсионерам хотят разрешить зарабатывать без налогов, как искусственный интеллект вмешивается в финансы и почему число корпоративных банкротств бьет рекорды. И это еще не все. Я коснусь и новых политических шагов Дональда Трампа, которые могут изменить правила для бизнеса. Оставайтесь до конца, чтобы не пропустить, и обязательно подпишитесь, впереди еще больше важных и неожиданных новостей. Итак, в Германии обсуждается снижение уровня помощи для новых украинских беженцев. Они могут перейти с бюргергельд на менее щедрые выплаты, предусмотренные законом о помощи ищущим убежище. Это примерно на 100 евро меньше в месяц. Тем временем в других европейских странах предусмотрены более скромные пособия, но при этом выше уровень занятости среди переселенцев. Во Франции, в Чехии выплаты значительно ниже, порядка 200-400 евро в месяц, но, например, в Польше и Чехии до 2/3 переселенцев работают. Таким образом, несмотря на более щедрый социальный пакет, интеграция в трудовую деятельность в Германии проходит медленнее, и получившие убежище украинцы остаются преимущественно на поддержке государства. А теперь интересная новость. Новый портрет с немецкого среднестатистического человека рисует обыденную, но информативную картину жизни в стране. Средний житель Германии, внимание, это 44,9 года и рост 1,73 м. Он весит около 77,7 килограмма, мужчины чуть выше и тяжелее, 1,79 м и 85,8 килограмм, женщины 1,66 см и 69,2 килограмма. Живет такой человек в доме площадью около 94,4 метра квадратных. Деля его с еще одним человеком, это может быть партнер, сосед или член семьи. Средняя стоимость аренды 7,28 евро за квадратный метр в месяц. Полный рабочий день занимает около 40,2 часа в неделю, а средний брутто зарплата считается 4634 евро в месяц. В реальности, после вычета налогов и других взносов, это составляет примерно 2655 евро. Семьи в Германии ныне знакомы не с ранним взрослением. Люди покидают родительский дом в среднем возрасте 23,9 года. Женщины это делают раньше, в 23,1 года, мужчины в 24,6 лет. В среднем стать родителями приходится в районе 30-33 лет. Женщины в 30,4, мужчины в 33,3 года. Первый брак женщины вступают в 32,9 года, мужчины в 35,3. Это не фото реального человека, а именно статистическое лицо нации, дающее представление о возрастных, бытовых, трудовых и жилищных нормах общества. И это еще не все. Все больше людей в Германии обращаются к искусственному интеллекту, например, чат GPT, за советами по финансовым вопросам и инвестициям. Кому-то нужна помощь в планировании бюджета, кому-то интересно просто узнать о разных финансовых стратегиях. Однако эксперты настоятельно предупреждают, полагаться на такие советы без здравого осмысления рискованно. Особая проблема – это рекомендации по покупке отдельных акций. Чат-боты могут предлагать конкретные бумаги, но в отличие от проверенных финансовых консультантов, они не учитывают личные финансовые цели, уровень риска, текущее портфолио и индивидуальные обстоятельства. Такие советы на самом деле звучат убедительно, но часто лишены необходимой персонализации. Тем не менее, искусственный интеллект действительно способен использоваться как вспомогательный инструмент. Например, для анализа рыночных трендов, упрощения ввода финансовых вопросов или генерации идей для обсуждения с настоящим специалистом. В этом контексте искусственный интеллект может быть и даже полезен как подготовительный этап, а не как окончательное решение. Итак, чат GPT и ему подобные могут стать подспорьем при первом этапе анализа или подготовки к финансовому разговору, но окончательное финансовое решение все же лучше принимать на основе профессионального совета с проверкой достоверности и учетом личной ситуации. А дальше новости пенсии. В Германии активно обсуждается введение так называемой активной пенсии.
Это меры призваны стимулировать пожилых людей продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Суть идеи: работающим пенсионерам разрешат зарабатывать до 2000 евро в месяц без уплаты налогов. Это будет введено как новый необлагаемый минимум, действует только при условии добровольного продолжения трудовой деятельности. Такая инициатива – одна из ключевых мер в политике правительства Фридриха Мерца, направлена на поддержание занятости среди пожилых и смягчение дефицита рабочей силы. При этом схема лишена обязательности и ориентирована на тех, кто физически и по желанию готов дальше работать. Эксперты предупреждают о возможных налоговых потерях. Оценивается, что при сохранении текущей модели занятости пенсионеров государство может лишиться, внимания, до 2,8 миллиарда евро в виде недополученных налогов. При этом дополнительные 340 миллионов евро могут быть потеряны, если льготу распространить на тех, кто еще не вышел на пенсию, но имеет крупный стаж страховки. Есть и положительные прогнозы. Активная пенсия может привлечь к работе до 300 тысяч пенсионеров, что по оценкам создаст дополнительные 18 миллиардов евро валового внутреннего продукта и принесет госбюджету дополнительные доходы от налогов и соцвзносов потенциально до 5,2 миллиарда евро. Скептики указывают, что такая модель не затрагивает многих, например, тех, кто выходит на пенсию раньше и не продолжает трудовую деятельность. Также остается вопрос социальной справедливости. Рабочие пенсионеры получают преимущества, в то время как те, кто не может работать по состоянию здоровья, этого лишаются. Таким образом, активная пенсия – это попытка найти баланс между экономической эффективностью и демографическим вызовом. Это продолжает активно обсуждаться и становится частью пенсионной политики. А теперь важные экономические новости. В Германии фиксируется рост числа корпоративных банкротств. Ситуация вызывает обеспокоенность и требует анализа. Вот ключевые факторы. В июле зарегистрировано 19,2% больше объявлений о банкротстве компаний по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый значительный прирост с октября 2024 года. По данным Кредитреформ, в первой половине 2025 года число корпоративных банкротств достигло, внимание, 11 900. Это на 9,4% больше, чем годом ранее. И самый высокий показатель за десятилетие. За это время пострадали около 141 тысячи сотрудников. И эксперты отмечают вероятность цепной реакции. По прогнозам, в 2024 году число банкротств выросло на 23,1% до 21 964 случаев, что стало рекордом с 2015 года. В 2025 году ожидается дальнейший рост, внимания, до 26 тысяч. При этом ущерб кредиторам превышает 55 миллиардов евро. Главными причинами называют высокие энергетические расходы, бюрократическую нагрузку, инфляцию и макроэкономическую нестабильность. Многие компании сталкиваются с серьезными трудностями, и государственные меры оказываются недостаточными. И еще одна новость, только в этот раз о новых методах и новых подходах Дональда Трампа. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запустил амбициозную программу упрощения регулирования, в рамках которой, внимание, планируется отменить до 100 тысяч федеральных правил за один год. Для этого используется искусственный интеллект. Создан специальный инструмент. Он анализирует около 200 тысяч регламентов, чтобы определить, какие из них устарели или не обязательны по закону. Первичные тесты показали, что инструмент уже просматривал сотни правил в различных ведомствах, включая жилищное и финансовое. Цель – это сократить объем норматива вдвое к первому юбилею президентского срока. Сообщается, что такой подход способен уменьшить расходы на соблюдение требований и стимулировать инвестиции. Тем не менее, критики выражают опасения, вызывают вопросы точность решений искусственного интеллекта и их соответствие с законом. Некоторые работники отмечают, что алгоритм допускал ошибки при интерпретации правовых текстов. Кроме того, юридическая легитимность массовых отмен остается под вопросом. Власти заверяют, что план только на стадии разработки и окончательное решение пока не приняты. Тем не менее, использование искусственного интеллекта в политике дерегулирования стало знаковым шагом. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.